Глава 546. Король Восточной территории. Так что, если половина его силы была израсходована, разве его текущая боевая сила не была выше этой группы из 3? Кто умрет, еще не было точно известно. Килдан думал, что разница в совершенствовании между обеими странами была действительно большой. Человек, которого он хотел убить больше всего, теперь была не Мэй Цзи, а этот человек неизвестного происхождения. Именно из-за вмешательства этого парня эта простая задача была разрушена вот так. Это было бы тяжелой потерей и большим позором для всех городов. Сила пламенного демона взорвалась. Килдан выпустил свою силу в землю. Чу Тянь ясно видел, как богатая энергия распространяется во всех направлениях. Везде, где распространялась волна жара, земля была разбита повсюду, и из нее выливалась лава. Он превратил территорию в несколько километров в собственную боевую обстановку. Чрезвычайно мощный пламенный демон может использовать свою силу для создания наиболее подходящей боевой обстановки. Область врат дьявола была заполнена вулканами, поэтому создать такую среду было так же просто, как взмахнуть рукой. У Килдана в этой ситуации его боевая сила, естественно, увеличится в несколько раз. Преобразование теней. Призрачное тело Зорро сотрясалось несколько раз, и каждая тряска создавала тень. Каждая тень становилась клоном Зорро, который был полностью похож на оригинал. Это были настоящие клоны. Клон Чутеня был клоном, созданным из духовного оружия. Зорро же действительно расколол свое тело, поэтому у них была сила, похожая на оригинал, но они были чуть слабее. Конечно, это была уникальная способность родословной теневых демонов, поэтому другие люди не смогли бы выучить эту технику. Тень смерти. Другие эксперты также использовали свои методы. Хотя они были в очень плачевном состоянии после сражения с демонами адского огня, они не потеряли всю свою боевую силу. Теперь они все атаковали, потому что хотели поймать группу Чутеня, которая поймала их в эту ловушку. Килдан был похож на дерево, вставленное в потрескавшуюся землю, медленно позволяя его телу течь в землю. Делая это, он сказал Чутяню: «Человек, независимо от причины, у тебя не будет будущего, как и у города тьмы. Я дам тебе шанс присоединиться к пламенному городу. Пламенный город забудет все, что ты сделал, и ты сможешь продолжить жить». Чутянь улыбнулся: «Мне очень жаль, но я тот, кто обращает внимание на внешность. Вы, ребята, которые выглядите так хреново, действительно раните мои глаза. Ты ищешь смерти». Килдан сказал Зорро рядом с ним: «Иди, убей его». Зорро и другие эксперты, теневые демоны, уже были готовы. С несколькими теневыми клонами они атаковали Чутеня. Маленькая лиса взяла на себя инициативу выпрыгнуть, выплевывая марионетку. Раздался сильный птичий крик, и появилось большое облако пламени. Эта странная сцена заставила Зорро на секунду заколебаться, потому что Зорро мог ясно чувствовать, что из этого пламенного облака исходила сильная энергетическая волна. Зии. С криком пламенная птица, наконец, появилась. Когда его пылающее тело появилось из облака пламени, ужасающая аура давала людям чувство удушья. Теневые демоны еще даже не отреагировали. Пламенная птица по указанию маленькой лисы бросилась прямо на них, выплевывая странное золотисто-красное пламя изо рта. Пламя мгновенно появилось и охватило все. Теневые клоны Зорро были разрушены, и теневые демоны, входящие в пламя, были превращены в пепел, даже их защитная духовная энергия была бесполезна. Что это была за техника? Килдан никогда бы не подумал, что еще до того, как группа Чутеня сделает ход, это обычное на вид маленькое существо сможет контролировать такого мощного зверя. Они еще раз явно недооценили силу Чутеня. Зорро избежал атаки пламенной птицы и немедленно начал отступать. «Зорро, мы еще даже не начали сражаться». Мэй Цзи намеренно сказала дразнящим тоном: «Неужели ты хочешь отступить?» Внезапно мощная духовная энергия окружила Зорро. После того, как техника иллюзии Мэй Цзи ударила, Зорро не двигался вообще. Хороший шанс, Шэдоу воспользовался этой возможностью, чтобы атаковать. «Вы». Зорро посмотрел на свою пронзенную грудь, и его призрачная форма стала еще более размытой. В настоящее время его жизненная энергия была очень слабой. Вы были явно серьезно ранены, как вы могли. Мэй Цзи и Шэдоу были тяжело ранены, прежде чем войти во врата дьявола. Мэй Цзи была лично ранена Зорро, поэтому он лучше всех понимал, насколько это было серьезно. Для Мэй Цзи уже было чудом выжить, но не говоря уже о том, чтобы выжить, даже ее сила была восстановлена, Зорро не мог этого понять. Он никогда не сможет понять. Через несколько секунд пламенная птица снова атаковала, и пламя затопило Зорро, также убив других обычных демонов. Мертв. Все они были мертвы. Этот результат был, без сомнения, как пощечина для Килдана. Он был уверен, что уничтожит другую сторону, но другая сторона уничтожила их за 2-3 хода. Можно представить, насколько это было шокирующе.
Но Килдан был пламенным демоном, поэтому он не умрет. Пламенные демоны были невосприимчивы к огненным атакам. Это также сделало его единственным демоном, который мог противостоять пламенной птице. Я скажу тебе то же самое. Чутянь прямо сказал Килдану: если ты пообещаешь, что пламенный город станет моим, я могу позволить тебе жить. В твоих мечтах. Полурасплавленное тело Килдана начало полностью таять. Ярко-красная жидкость капала вниз, которая просачивалась в трещины в земле. Поскольку он непосредственно слился с огнем, пока у него был этот ход, Килдана нельзя было убить. «Я слился с огнем земли, как ты меня убьешь? Голос Килдана донесся из земли. Пламя бесполезно для пламенных демонов, это только увеличит нашу силу. Это так. Чутянь холодно рассмеялся, когда на его ладони появился огненный лотос, однако я могу сжечь даже пламя. Сказав это, Чутянь мягко взмахнул рукой. Этот огненный лотос упал на землю, и в трещинах появилось сине-белое пламя. Оно распространялось сквозь трещины с большой скоростью, подобно пламени, касающемуся бензина, мгновенно заполняя трещины во всех направлениях. Это был массив, образованный синим и белым пламенем. Ах, невозможно. Резкий голос Килдана донесся из-под земли. Что это за пламя? Нет, невозможно, как пламенный демон может пострадать от огня. Невозможно, определенно невозможно. Пламя мира пустоты усилилось и осветило всю землю. Трещины, достигающие нескольких километров вокруг Чутяня, излучают голубое и белое пламя. Килдан думал, что слияние с пламенем в земле сделает его неуязвимым, но он никогда бы не подумал, что это создаст ловушку для него самого. «У тебя нет шансов, у тебя нет надежды». Голос Килдана вырвался из пламени, появился новый король Восточной территории. Город тьмы, столица чистилища, установленная королем Восточной территории, вы не сможете избежать разрушения. Если вы осмелитесь сразиться с королем Восточной территории, ваши судьбы будут в 1000 раз трагичнее моей. Голос Килдана постепенно стал слабее. Пламенный демон, невосприимчивый к энергии пламени, на самом деле умер от пламени. Это была ирония. Король Восточной территории. Лицо Мэйцзи внезапно стало очень серьезным. Неужели король Восточной территории действительно появился? Чутянь в замешательстве спросил, что такое король Восточной территории? Большие и малые силы в Восточном чистилище всегда были равны, поэтому хаоса не было. Восточный регион всегда надеялся на сильного и мудрого правителя, о котором упоминал Килдан. Это существо с квалификацией править, тот, кто имеет силу выше царства истинного духа. Выше царства истинного духа даже на поверхности было сложно найти такого эксперта, и его считали бы первоклассным экспертом в любой империи. Восточный регион на самом деле породил такого эксперта. Это также объясняет, почему города объединились, чтобы напасть на город тьмы. Если то, что сказал Килдан, было правдой, было бы невозможно вернуть город тьмы. Чутянь увидел серьезное выражение Мэйцзи и Шэдоу и неожиданно сказал: «Эту проблему несложно решить, давайте договоримся. Я помогу вам вернуть город тьмы как можно скорее, но тогда половина города тьмы будет принадлежать мне». Такой большой тон. Мэйцзи фыркнула. «Думаешь, ты сможешь остановить целую армию? Ты думаешь, что с одной твоей силой ты сможешь остановить сотни экспертов? Ты хочешь владеть половиной города тьмы, основываясь только на себе? Это не просто случайный бандит, это неизвестный король Восточной территории». Чутянь пожал плечами. «Точно так же, как ты сказала, вы не можете вернуть город своими силами. Так почему бы вам не поверить мне один раз и не рискнуть?» Мэйджи и Шэдоу наполовину поверили ему. И ситуация не могла быть еще хуже, поэтому согласие не повредило бы им. «Мы можем дать тебе то, что ты хочешь, но как ты вернешь город обратно?» Для первого шуга мы должны войти в пещеру погребения демонов. Мэйцзи посмотрела на него так, словно смотрела на призрака. Пещера погребения демонов — очень опасное место. Как только мы войдем в нее, мы столкнемся со всеми видами смертельных ситуаций. Чутянь сказал, это самый важный шаг в возвращении города тьмы. Я уже видел око звезд в храме в пещере, эти ока звезд являются наиболее важными материалами. Был ли у них выбор? Конечно, нет, вокруг дьявольских ворот были армии нескольких чистилищных городов, и Чутянь не мог увести их обоих отсюда. Так как это было так, они могли только продолжать исследовать. Возможно, они смогли бы сделать другие открытия. Пойдемте. Чутянь прямо отправился в путь. Глава 547. Статуи. Чутянь вернулся туда, где была установлена ловушка. В настоящее время там бродит 7-8 демонов адского огня и несколько сотен пламенных демонов. На земле горело пламя зеленой бездны,
и оно было похоже на зеленый лес. Это было зеленое пламя бездны, которое просочилось, когда боролись демоны адского огня. Мэйцзи сказала Чутяню, с демонами адского огня очень трудно иметь дело. Поскольку их уже выманили, мы можем избежать их и отправиться прямо в храм. Нет, отказываться не от подобного слишком расточительно, я не буду делать что-то подобное. Чутянь не объяснил, когда он прямо сказал лисичке: «Ты знаешь, что делать, верно?» Маленькая лиса поняла все без слов Пен, со вспышкой серого тумана. Маленькая лиса появилась в центре демонов. Выражения Мэйцзи и Шэдоу изменились. Все демоны адского огня были в 9 слое истинного духа, и они были наполовину стихийными демонами, не имели слабостей, и их было трудно убить. Иначе, как группа Килдана могла быть столь трагически убита? Пламенные демоны существовали более 1000 лет, поэтому они были, по крайней мере, в 2 слое истинного духа, с ними было не так легко иметь дело. Сейчас не нужно было их провоцировать, так почему же Чутянь настаивал на том, чтобы создавать неприятности? Это было просто нелогично. Эти демоны адского огня заметили, что маленькая лиса появилась, и в то же самое время быстро атаковали как волна. Глаза Шэдоу широко открылись, когда он сказал: «Этот духовный зверь в опасности». Чутянь улыбнулся и ничего не сказал. Эта сцена не заставила маленькую лису чувствовать угрозу, поскольку она спокойно выдохнула. Из ее маленького тела исходила слабая пурпурная волна, которая мгновенно распространилась вокруг нее, захватывая всех демонов внутри. В этом странном энергетическом пузыре демоны стали намного слабее, и каждый из них двигался намного медленнее. Пора, маленькая лиса перестала выдыхать и начала всасывать. Окружающая пурпурная волна вернулась, и это было похоже на волну, поднятую мощной бурей. Зеленые пламенные демоны получили сильное магнитное притяжение, и они были мгновенно разбиты, будучи втянутыми к маленькой лисе. Один вдох убил несколько десятков пылающих демонов. Другие пылающие демоны и демоны адского огня были серьезно ранены. Это не только шокировало Мэйцзи и Шэдоу, но даже Чутянь был удивлен маленькой лисой. Он никогда не думал, что всего через год маленькая лиса так сильно прогрессирует. У нее уже была способность полностью поглотить таких мощных демонов, у демонов адского огня был интеллект. Когда маленькая лиса использовала свою мощную технику, демоны адского огня почувствовали сильное беспокойство и страх, так как у них было определенное количество интеллекта. Не говоря уже о том, что лицом к лисе они были похожи на кроликов, столкнувшихся с ястребом, поскольку угроза столкновения с естественным врагом появилась в их сердцах, что заставило их потерять мужество даже дать отпор. Мэйцзи смотрела на эту невероятную сцену. Эти демоны адского огня, которые были известны как сумасшедшие и жестокие, готовились убежать. Не позволяй им сбежать. Чутянь поднял меч и закричал: «Быстро двигайся и уничтожь их всех». Маленькая лиса не позволит этим демонам уйти так легко. Она продолжала поглощать, вызывая уничтожение пылающих демонов и ослабление демонов адского огня. Во владениях маленькой лисы они словно стояли в воде, и им было очень трудно двигаться. Шэдоу вынул свой лук. Шью, пламя, окружающее демонов адского огня, в основном было поглощено маленькой лисой, поэтому сейчас они были очень слабы, их атака и защита сильно упали. Стрела Шэдоу фактически разбила тело демона адского огня. Где это было похоже на стрельбу в мощного демона. Это было похоже на фарфор, уничтожаемый одним ударом. Силы Шэдоу было уже достаточно, чтобы убить этих могущественных существ издалека, не говоря уже о более могущественных Мэйцзи и Чутяне. Все трое не тратили много сил, чтобы убрать демонов адского огня, это полностью отличалось от встречи Килдана. После того, как они позаботились о демонах адского огня, кроме нефритовых осколков на земле, каждый демон также оставил источник пламени позади. Это было то, что хотел Чутянь. Чутянь выпустил несколько частей пламени мира пустоты, и каждая из них окружила пламя зеленой бездны, возвращая их обратно в тело Чутяня. Это мощное пламя зеленой бездны могло превратить тело любого культиватора истинного духа в пепел. Чутянь поглотил их всех в свое тело, и это была опасная афера. Если взять те же условия, то пламя зеленой бездны не уступало пламени мира пустоты, но это было пламя, которое Чутянь тщательно вынашивал. Мало того, что он потреблял большое количество энергии и ресурсов, он поглотил много духовных семян, включая драгоценное и редкое пламя ледяного духа. Что касается ранга, Чутянь поднял свое пламя мира пустоты до бессмертного уровня, тогда как пламя зеленой бездны было на священном уровне, поэтому пламя мира пустоты могло подавить и поглотить пламя зеленой бездны. Даже если пламя мира пустоты обладало высокой способностью к эволюции, и даже если оно поглотило пламя зеленой бездны, оно не могло сильно изменить свое качество, но все же сильно увеличило свою силу. Если было сказано, что сила пламени мира пустоты была в 7 слое истинного духа, то внезапно оно достигло 9 слоя истинного духа. Чутянь был больше всего доволен тем фактом, что когда он поглощал пламя зеленой бездны, это было все равно, что принимать несколько священных пилюль высокого уровня, давая явное увеличение его совершенствования.
Он был уже близок к вершине 5-го слоя истинного духа, вырос. Он снова повысил уровень. В этом чистилищном путешествии он пока не получал много пользы, но его сила значительно возросла. Достаточно. Мэй Цзи с негодованием прибыла перед Чутянем. Она уже не могла терпеть этого человека. Мы и так знаем, что ты находчивый и у тебя есть большие способности, но можешь ли ты рассказать нам, прежде чем использовать что-нибудь сумасшедшее в следующий раз? Дай нам морально подготовиться. Извините, я люблю создавать приятные сюрпризы. Чутяню совсем не было стыдно, скорее, он усмехнулся, сказав: «Ты будешь работать на меня в будущем, поэтому ты должна быстрее адаптироваться к этому». Мэй Цзи посмотрела на него. «Сначала ты должен вернуть город тьмы». Было ли это трудно сделать? Как только Чутянь свяжет мир чистилища с городом чудес, силой города чудес, будет ли трудно вернуть город тьмы? Кстати, об этом. Чутянь уже покинул город чудес на некоторое время, и он действительно не знал, что сейчас там происходит. Не было никаких сомнений в способности молодой мисс, и комитет чудотворной торговли был заполнен способными людьми. Чутянь больше всего беспокоился о крупных персонажах леса, особенно ужасающих существах, таких как Крыло Смерти. Если они захотят двинуться против чудесного города, все может случиться. Нет, город чудес был их штаб-квартирой, вещи могли случиться где угодно, кроме города чудес. Чутянь не мог тратить время на чистилище. Он должен был получить око звезд и добыть пространственные кристаллы, чтобы создать транспортную башню. Хватит говорить, мы уходим. У Чутяня не было настроения шутить. Рядом с пещерой захоронения демонов был не один храм, и маленькая лиса нашла в них немало хороших вещей. Конечно, места с хорошими вещами обычно были заполнены опасностью. Чутянь пока не хотел создавать проблемы, он хотел поговорить об этом после получения ока звезд. Запрещенная область пещеры погребения демонов была заполнена различными древними ловушками и массивами. С мощным божественным чувством Чутяня и бдительностью маленькой лисы они не активировали ни одну из ловушек и плавно вошли в древний и таинственный храм. Перед ними была выпущена ограничительная аура. Храм был в центре врат дьявола, как будто он был построен, чтобы запечатать пещеру погребения демонов. Алтарь и статуи храма, казалось, были сделаны из очень драгоценных металлов. Даже после всех этих лет, несмотря на то, что они были изношены, сам храм выглядел совершенно новым. Мэй Цзи почувствовала, как ее сердце бесконтрольно бьется быстрее. Это было самое опасное место во воротах дьявола, потому что там была пещера демонов, созданная с бесчисленными древними демонами. Никто не знает, какие вещи произошли за эти миллиарды лет. Шэдоу достал маленький нож и сказал: «Вам нужны глаза статуй?» Правильно, эти глаза — око звезд хорошего качества. Чутянь сделал паузу, прежде чем сказать: «С этими камнями есть надежда для города тьмы». Мэй Цзи не теряла слов, когда ее крылья захлопали. Она готовилась взлететь и коснуться статуи. Чутянь нашел ситуацию странной. Будь осторожна. Когда Мэй Цзи дотронулась до статуи, неожиданно изнутри статуи раздался звук. Это звучало как металлическое столкновение, и ничто не казалось неправильным, но этот звук был как иголки, пробивающие мозг человека. Кха! Шэдоу прямо вырвал глоток крови. Духовная энергия Мэй Цзи была сильнее, и она не получила тяжелых травм. Однако она почувствовала острую боль и вернулась на свое первоначальное место с бледным лицом. Что здесь происходит? Кажется, что у каждой статуи есть сильное ограничение. Чутянь использовал свое божественное чувство, чтобы исследовать статуи, независимо от того, какой тип энергии мы используем, чтобы уничтожить их, ограничение внутри активируется и издаст звук, похожий на медный колокол. Эти статуи выпустят смертельные духовные волны, и если бы это было не потому, что твое движение было легким, я боюсь, что мы потеряли бы нашу боевую силу, если бы не умерли. Шэдоу вытер кровь со рта и почувствовал головокружение. Эта сила слишком велика, что нам делать? Нет действительно совершенного ограничения в этом мире. Чутянь нахмурился, должен быть способ сломать его. Глава 548. Монстр с щупальцами. Божественное чувство Чутяня медленно изливалось как волна, быстро заполняя все пространства храма. Все статуи, стоящие в храме, были сделаны из неизвестного материала бездны, который мог остановить божественное чувство Чутяня, поэтому он не мог выяснить, какую структуру имели эти статуи. Жесткий метод не сработает. В храме должно было быть ядро, и пока ядро будет отключено, у них не будет энергии, чтобы защитить себя, и статуи могут быть уничтожены. Шэдоу нашел что-то странное в алтаре, поэтому он немедленно крикнул Чутяню. Кажется, внутри алтаря есть канал. Алтарь. Точно, это должен быть алтарь. Чутянь не знал, для какой расы построен этот алтарь, но алтарь должен быть центром храма по здравому смыслу.
Наиболее подходящим решением было начать с алтаря. Весь храм был очень большим, и алтарь стоял прямо в центре. Он был около 80 футов в высоту и около 300 метров в диаметре в форме трапеции. Алтарь был покрыт дырами, и если бы его не нашли в руинах храма, можно было бы подумать, что это гнездо какой-то странной расы. Алтарь был спрятан какой-то силой, и божественное чувство Чутеня не могло войти в него, но он смутно ощущал, что с ним что-то не так. «Маленький лис, иди и посмотри, что там». Маленькая лиса заползла в алтарь. Он не только был бдительным, но и скрывал свою ауру, поэтому его было нелегко найти. В то же время он был очень ловким, поэтому, если он встретит что-то неизвестное, он сможет принять лучшее решение. В конце. Маленькая лиса только вошла в алтарь на 30 секунд, когда она вернулась в панике, быстро предупредив Чутеня. Что здесь происходит? Чутянь не понимал, что происходит. Храм начал дрожать, как будто началось землетрясение, и из гигантских дыр на поверхности храма внезапно появились большие щупальца. Каждое щупальце было темно-красным и покрыто острыми шипами. На нем были также древние и таинственные руны, которые излучали мощную энергию и ауру. Каждое щупальце было длиной в 1000 метров, и оно простиралось от алтаря, чтобы атаковать группу Чутеня. Руки Чутеня собрались вместе, чтобы сжать меч демонического бога, который столкнулся с щупальцем. Но после этого руны на поверхности щупальца загорелись, и внутри щупальца появилась интенсивная энергия. Это было похоже на коготь бегемота, меч демонического бога был разбит, и ужасная энергия упала на Чутеня. Чутеня послали в полет к краю храма, и он врезался в стену. Что это за монстр? У него такая невероятная сила. Тело Чутеня было покрыто звездным светом. Хотя его защищало бессмертное тело звездного света, мощная атака монстра потрясла Чутеня. Это должно быть зверь, охраняющий храм. Одно щупальце было таким сильным, а у него было более 100 щупалец. Если они нападут вместе, сможет ли он противостоять этому? Рев изнутри храма становился все сильнее и сильнее. Более 100 щупальцев уже вышли, и 4 из них напали на Шэдоу и Мэйцзи. Руны на поверхности щупалец обладали мощной силой и были покрыты лезвием, как шипы. Если бы плоть и кровь прикоснулись к ним, осталась хотя бы одна часть, которая была бы неповрежденной, темная стрела вылетела, Шэдоу осветил щупальцы черным пламенем, но монстру не было никакого дела до этой атаки, он не остановился ни на секунду. Мэйцзи должна была сделать шаг, увидев это. Ее фигура внезапно покачнулась, когда быстро вылетело 7-8 теней, прежде чем она тут же увела Шэдоу отсюда. Очаровательная слеза демона. Мэйцзи начала еще одну атаку, каждым шагом оставляя иллюзорный след, создавая непредсказуемую траекторию для атаки. Наконец вырвалось острое сияние клинка и отрезало большое щупальце. В конце концов, Мэйцзи все еще был экспертом 9 уровня истинного духа. Даже если суккубы были хороши в духовных битвах, с ее высоким совершенствованием Мэйцзи не будет слабой, когда дело доходит до борьбы с оружием. Техника совершенствования суккуба была очень быстрой, а также имела мощную атаку, которая уступала только высококвалифицированному убийце. Кто бы мог подумать, что отсечение щупальца не повредит монстру вообще. Щупальце, которое упало, дернулось, словно рыба, вытащенная из воды, а затем исчезло со скоростью, которую мог видеть невооруженный глаз. Оно превратилось в дым, который вернулся туда, где было отрезано щупальце, и снова присоединился «нет». Этого монстра невозможно было убить. Мэйцзи хотела сбежать, когда из храма донесся рев, и вырвалось более 100 щупалец. На этот раз целью этих щупалец были не злоумышленники, а статуи внутри храма. Все окончено. Монстр хотел напасть на статуи, защитный зверь храма, естественно, не хотел уничтожать статуи. Это было похоже на случай, когда Мэйцзи случайно коснулась их и создала мощную духовную атаку. С более чем сотней щупалец, поражающих статуй, это будет в 100 раз ужаснее. С этими монстрами, атакующими статуи, трудно представить, насколько сильной будет духовная энергия, исходящая от них. Этого будет достаточно, чтобы мгновенно уничтожить целую армию, не говоря уже о нескольких злоумышленниках, не говоря уже о Шэдоу, даже у Мэйцзи не было бы шанса выжить. С духовной волной, созданной более чем сотней статуй, она даже превзойдет гигантскую духовную волну, созданную муравьями-демонами в долине демонических муравьев. Даже если бы эксперт из Царства Истинного Духа встретил бы эту атаку, им было бы трудно убежать. Это было потому, что духовная атака имела очень большую дальность атаки, было бы слишком поздно, даже если бы они сбежали из храма. Чутянь не успел использовать свою пространственную телепортацию. «Посмотрите мне в глаза!» Чутянь крикнул в этот решающий момент. Его глаза стали золотыми, и он активировал секретную технику божественного чувства. Глаза Вечного Сна, Мэйцзи и Шэдоу посмотрели на Чутяня и мгновенно почувствовали, как в их разум вошла очень сильная энергия.
Шэдоу сразу же без сознания упал на землю, а Мэйдзи была в силах противостоять этой секретной технике, но она сразу же поняла мысли Чутяня. Она не пыталась сопротивляться и даже отпустила свою защиту. Умы этих двух людей были мгновенно закрыты. Когда он был закрыт, мысли полностью прекращались. В этой ситуации все духовные атаки утратили бы свой эффект, так что это был единственный метод Чутяня, чтобы спасти их двоих. Раздалась волна яростных колоколов. Даже с закрытыми умами они истекали кровью из всех 7 отверстий, показывая, что это было не маленьким ударом. Чутянь чувствовал, что его голова раскалывается, но по сравнению с атакой в долине муравьёв-демонов, будь то духовная энергия Чутяня, сила или божественное чувство, все они возросли. Добавляя свой иммунитет к духовным и душевным атакам, он совсем не пострадал. Маленькая лиса также была невосприимчива к духовным атакам. Но она все еще была затронута, поскольку у нее закружилась голова, как будто она была пьяна. Когда она протрезвела, маленькая лиса была наполнена гневом, вытаскивая марионетку души, которая выпускала пламя. Пылающая птица была ужасающим существом в пике 9-го слоя истинного духа, поэтому этот ход имел очень страшную разрушительную мощь. Волна пламени устремилась к алтарю, сжигая несколько щупалец. Это было бесполезно. Эти щупальца не были настоящей слабостью монстра. Поэтому, даже если бы у кого-то была возможность отрезать их или сжечь их все, монстр мог выздороветь за очень короткий период времени. Основное тело монстра было внутри алтаря, и там была какая-то энергия, охраняющая алтарь. Как будто монстр был одет в непобедимую броню или скрывался в крепости, которую эксперт истинного духа или даже эксперт над царством истинного духа не могли сломить. Как с этим бороться? Щупальца, сожженные в пепел, быстро пришли в норму, и несколько щупалец снова ударили статуи. Пылающая птица в воздухе приготовилась атаковать, но внезапно встретила эту волну духовной энергии, которая мгновенно превратила ее в бесчисленные искры, исчезнувшие на месте. Этот вид могущественного существа был фактически убит. «Этот отец не верит, что я не могу позаботиться о тебе». Чутянь крикнул лисе: «Прикрой меня». Пока что лиса не могла вызвать могучую пылающую птицу, но это не имело значения. У лисы были хорошие карты, когда она выплеснула 5 зеленых душ в воздух. В итоге 5 душ превратились в метеоры, когда они летели к алтарю с 5 разных направлений. Когда демоны адского огня падали как метеоры, их разрушительная мощь не могла сравниться с пиковым 9-м слоем истинного духа. Они мгновенно уничтожили большинство щупалец монстра. Демоны адского огня встали и окружили алтарь, привлекая внимание щупальца монстра. Хороший шанс. Чутянь мгновенно появился перед алтарем и перешагнул через большое щупальце, бросаясь прямо в алтарь. Монстр быстро понял намерение Чутяня, и гигантское щупальце, покрытое шипами, начало поворачиваться, превращаясь в гигантскую мясорубку. Побег пустоты. Чутянь использовал свою способность побега пустоты и способность телепортироваться, чтобы избежать разрывания на части, в конце концов войдя в длинный туннель. Он прибыл в центр алтаря и, наконец, увидел основное тело монстра. Это была форма жизни, похожая на осьминога. Голова этого существа была очень гладкой, с парой гигантских зеленых глаз. Под глазами был большой рот с белыми клыками. Он выглядел очень злым и страшным, похожим на типичного демона бездны. «Наконец-то ты позволил мне увидеть себя». Чутянь сразу же выпустил божественных слуг. Не имея времени для атаки, наполненный клыками рот демона издал низкий рев, когда бесчисленные маленькие щупальца выскочили с невероятной скоростью из его рта. Слишком быстро Чутянь еще не отреагировал, когда он и его божественные слуги были схвачены щупальцами. С большой скоростью их втягивали в пасть несравненно большого монстра. Глава 549. Врата бездны. Сила этого длинного щупальца была очень страшной, возможно, даже суперэксперту, такому как Ланселот, было бы трудно с ней справиться. Неудивительно, что создатели этих руин бросили сюда это существо, чтобы защитить храм. После того, как Чутянь был пойман щупальцами, казалось, что что-то высасывало его духовную энергию. Ее быстро истощали, а его тянули в бездонную пропасть. Там не было воздуха. Там не было света. Бездна была наполнена мощной, темной и смертельной демонической энергией. Это был мир внутри монстра. Этот монстр обладал способностью, похожую на маленькую лису. В его теле было пространство, в котором можно было хранить много объектов и видов энергии. Пространство внутри монстра не уступало храму. Как только любое живое существо будет проглочено, оно будет немедленно разъедено темной энергией и, наконец, станет пищей для этого монстра. Не было никакого шанса убежать вообще. Духовная энергия Чутяня уже была высосана. Независимо от того, насколько глубокой была основа совершенствования культиватора, они не отличались от обычного человека, если у них не было духовной энергии.
Этот монстр мог мгновенно высосать духовную энергию, он мог сдерживать почти всех совершенствующихся, поэтому смерть наступит сразу же после того, как монстр поглотит вас, хлопотно, действительно хлопотно. Но если разозлить мастера Чутеня, вы будете уничтожены независимо от того, какими навыками вы обладали. У Чутеня уже не было духовной энергии, но сила Чутянь была не только в его совершенствовании, но и в его духовном оружии, а также его мощном божественном чувстве области видения. Эти силы были из другого источника по сравнению с духовной энергией. Хонг, синие и белые языки пламени распространяются во всех направлениях, а Чутянь находится в центре. После того, как пламя мира пустоты поглотило большое количество пламя зеленой бездны, оно стало сильнее, чем раньше. Окружающая темная энергия стала топливом, которое сделало пламя мира пустоты в несколько раз сильнее. Если бы он продолжал раздуваться, как это, живот монстра был бы заполнен пламенем мира пустоты, он явно откусил больше, чем он мог проживать. Чудовище почувствовало, что Чутянь сопротивляется, поэтому оно сконденсировало новый вид энергии в пространстве внутри своего тела. Оно распространялось повсюду, как черные чернила, и на самом деле сопротивлялось коррозии пламени мира пустоты. Такой сильный зверь, Чутянь был спокоен, столкнувшись с этой ситуацией, потому что у него было открытие. Его божественное чувство уже распространилось вокруг него, и 18 божественных слуг вернулись под контроль Чутеня. Они были как 18 лампочек. Словно 18 солнц, появляющихся в темной ночи. Когда пламя мира пустоты сожгло щупальца, окружающие 18 божественных слуг, божественные слуги вспыхнули золотым светом. Они пронизывали бесконечную тьму, как 18 метеоров, летя во тьму во все стороны. Пучи, пучи. Свет пронзил тьму, божественные слуги содержали энергию духовного бога. Эта темная энергия, которая остановила пламя мира пустоты, была демонической энергией от монстра с щупальцами, поэтому энергия духовного бога была немезидой демонической энергии, поэтому божественные слуги мгновенно уничтожили темную энергию. Хонг, хонг, хонг. Пламя мира пустоты продолжало сеять хаос, но на этот раз его ничто не останавливало. Все внутреннее пространство монстра было освещено пламенем мира пустоты. Это было похоже на ужасающую печь, извергающуюся с невероятной энергией. Когда Мэйцзи проснулась, она обнаружила, что Чутянь исчез. Маленькая лиса управляла демонами адского огня, чтобы защитить их. Когда она не знала, что происходит. Вдруг щупальце монстра задергалось, словно оно было шокировано. Из алтаря раздался глубокий рев, и на прочном алтаре образовалось большое количество трещин, каждая из которых испускала ослепительный свет. Разразился взрыв. Весь алтарь был разрушен. Центр взрыва был похож на зарождающееся солнце с синим и белым пламенем, быстро заполняющим воздух, распространяющимся по всем уголкам храма. Статуи не могли устоять перед этим и были мгновенно разорваны на куски взрывом. Даже если кто-то стоял далеко от пещеры погребения демонов, они могли ясно видеть этот гигантский взрыв энергии. Эта энергетическая буря привела к хаосу на целых 15 минут, прежде чем окончательно утихла. Мэйцзи обнаружила, что весь храм уже был полностью разрушен, а окружающие несколько миль были полностью изменены. Что это была за ужасная энергия, что шокировало Мэйцзи, так это то, что эта энергия была похожа на энергию пламени, которой обладал Чутянь. Хотя этот взрыв был очень сильным, пламя очень хорошо контролировалось, и оно не повредило им, когда оно вспыхнуло. Чутянь и 18 божественных слуг постепенно появились из моря пламени, совсем не пострадав. Он выглядел так, будто просто прогуливался. Маленькая лиса появилась перед Чутянем. Он открыл свой маленький рот. Большое количество ока звезд было выплюнуто. Когда статуи были разрушены, маленькая лиса собрала фрагменты ока звезд, чтобы избежать их разрушения во время энергетического шторма. Неплохо. Чутянь потер голову маленькой лисы и не мог не задаться вопросом. «Лис, неужели ты начал с нового листа? Ты обычно не такой послушный». Ока звезд были редкими сокровищами. Этот парень не припрятал себе ни одного куска, глаза маленькой лисы сузились и огляделись. Чутянь сразу обнаружил изменения в его выражении, а также прищурился. Мастер и питомец смотрели друг на друга так, это была очень странная сцена. Чутянь неожиданно повернулся и бросился в руины. Но маленькая лиса была на шаг быстрее, мгновенно пробираясь в алтарь. Примерно через несколько минут он снова вылез из руин. У него был черный восьмиугольный кристалл во рту, его явно оставил монстр с щупальцами. Чутянь сердито закричал: «Чёрт, не ешь! Дай мне сначала посмотреть». Маленькая лиса проглотила его без каких-либо колебаний. Насколько могущественным из демонов был монстр с щупальцами? Ока звезд совсем не попадали в глаза маленькой лисы. Маленькая лиса начала переваривать внутреннее ядро монстра, и ее тело начало быстро раздуваться, автоматически превращаясь в гигантскую форму монстра лисы. Его четвертый хвост начал расти, и хотя он был не так совершенен, как предыдущие три, он был уже близок к идеальному.
Маленькая лиса могла быть девятихвостым демоническим лисом Великой Древней Эпохи. Сила девятихвостого демонического лиса определялась количеством хвостов, которые становились сильнее, чем больше было хвостов. Теперь у маленькой лисы был четвертый хвост, возможно, ей не нужно было бояться каких-либо культиваторов истинного духа. Этот парень, Чутянь, беспомощно вздохнул, он не мог теперь достать кристалл. Чутянь обнаружил, что после того, как он разобрался с монстром, огромное количество сокровищ появилось в его пространстве. Оглядываясь на это, были различные древние сокровища и материалы. Чутянь нашел несколько больших черных яиц, это должны быть яйца монстра с щупальцами. Этот монстр был таким сильным, его яйца должны были быть качественными товарами. Возможно, еще одно ужасное существо, похожее на чудовище с щупальцами, может появиться. Когда Чутянь был готов искать другие сокровища. Земля внезапно задрожала, и там, где раньше был алтарь, появились большие трещины. Там, где был алтарь, образовалась большая яма, и она увеличивалась в размерах, достигая диаметра более 500 метров. Мэй Цзи крикнула: «Такие мощные энергетические волны!» Чутянь чувствовал, как высвобождается мощная энергия. Это было похоже на внезапно извергающийся вулкан, подавляемый на протяжении миллиардов лет. Выражение его лица не могло не измениться. «Покиньте это место!» Чутянь телепортировал ослабленную Мэй Цзи и бессознательного Шэдоу на расстоянии более 100 метров. Они повернулись и увидели, как в небо выстреливает интенсивная энергия, словно острый меч, разрывающий гигантский барьер в небе. Врата дьявола начали дрожать. Мощный барьер врат дьявола был поражен этой интенсивной энергией и мгновенно задрожал. Земля начала заполняться трещинами, как будто она была поражена мощным землетрясением. Храм в пещере для захоронения демонов был построен для того, чтобы что-то подавлять, и теперь, когда храм был разрушен Чутянем, вещь в большой дыре должна была быть тем, что подавлялось. У Мэй Цзи было уродливое выражение. Это должна быть пещера погребения демонов, только пещера погребения демонов может породить такую интенсивную энергию. Барьер врат дьявола столкнулся с мощной энергией пещеры погребения демонов. Барьер врат дьявола начал искажаться от этой мощной энергии. Это было похоже на гигантский воздушный пузырь, который мог разбиться в любой момент. Эта ситуация атаки и защиты зашла в тупик, и, наконец, энергия из пещеры захоронения демонов постепенно ослабла. Барьер был пурпурно-красного цвета, но после сильной атаки он стал светло-розовым. Барьер был явно очень сильно ослаблен. Примерно через четверть часа пещера погребения демонов испустила ауру, которая мгновенно покрыла область врат дьявола. Чутянь и Мэй Цзи ясно чувствовали, что это злая и холодная энергия. Бездна — это аура бездны. Чутянь посмотрел на большую дыру в пещере погребения демонов и сказал: «Если мои догадки не ошибаются, под чистилищным миром есть врата бездны». Мэй Цзи была очень смущена. «О чем ты говоришь?» «Бездна». Мир бездны был настоящим местом рождения демонов. Демоны мира чистилища, если бы их корни были прослежены, они пришли бы из мира бездны. Только после того, как они вошли в этот мир из мира бездны, после долгого времени размножения и изменения, они отличались от демонов мира бездны. Демоны адского огня и монстр с щупальцами были демонами из бездны. Среди демонов бездны было не так много рас с высоким интеллектом, и у них были особые характеристики. Там будут частые невероятные эволюции или изменения, поэтому было очень небольшое количество демонов бездны. Чутянь объяснил, на самом деле образование чистилищного мира происходит из-за врат бездны под чистилищным миром. Так называемые врата бездны — это ворота в другой мир, проще говоря, это большой и очень устойчивый канал. Пока мы проходим через этот канал, мы можем войти в мир бездны. Эти концепции для людей этой эпохи были новыми идеями, которые они не могли понять. По той же причине, как только существа мира бездны открывают канал в этот мир, мир бездны может вторгнуться в этот мир из этого канала. Чутянь сказал это, прежде чем остановиться. Я думаю, что дьявольские врата чистилищного мира — это гигантский массив. Он существует, чтобы запечатать этот канал для бездны и не дать этому миру быть разъеденным и захваченным. Ты говоришь, что врата дьявола — это путь, и он соединяется с другим миром. Верно, врата дьявола — это путь к дому ваших демонов. Чутянь сказал это и сделал паузу. Бездна — это не совсем другой мир, мы просто плоскость внутри бездны. В бездне таких плоскостей довольно много, и у большинства из них нет жизни, а на очень немногих есть. Глава 550. Возвращение в город чудес. Мир бездны был невероятным местом. Чутянь жил в эпоху, когда несколько империй и крупных компаний уже начали планарную экспансию. Чутянь неоднократно бывал в мире бездны, и область Леса Хаоса была самым важным входом в мир бездны на континенте. В то время мир чистилища был особым местом для континента.
Он не принадлежал ни к какой империи или сверхдержавам. Ценность пути в бездну была слишком велика, она не могла быть монополизирована ни одной державой или страной. Поэтому мир Чистилища был очень богатым и процветающим, он полностью отличался от нынешнего мира Чистилища. В учебниках истории. В прошлом для континента произошла большая катастрофа. Это было в эпоху ранних и средних источников энергетических технологий. Появились бесчисленные демоны и неизвестные формы жизни, и аура бездны загрязнила большое количество Земли, превратив обычных существ в жестоких демонов. Это было самое серьезное время в истории. Около трети разумных существ континента были потеряны за 100 лет. Прошло от 1000 до 2000 лет, прежде чем они оправились от этого события. Основой этой катастрофы было разрушение печати в чистилищном мире, в результате чего аура, накопившаяся за бесчисленные годы, разразилась одновременно. Однако из-за этой большой проблемы люди континента нашли путь в бездну под землей, и он стал основой эры колонизации континента. Чутянь нашел это место на 10 тысяч лет раньше времени. Мир Чистилища под лесом хаоса был одним из путей бездны, запечатанных с древних времен. Это был не просто путь в бездну, это были также руины, заполненные великими сокровищами, оставленными великими древними предками, это было приключение, наполненное риском и возможностями. Чутянь не знал, является ли преждевременное исследование бездны благословением или проклятием для континента. В конце концов, технологический уровень континента был очень низким, и он еще не был готов исследовать бездну. Более того, стремительное движение в бездне могло привлечь внимание демонов бездны. Если бы эта проклятая саранча вторглась на континент, это было бы большой катастрофой для континента, это был не маленький вопрос, и его нужно было рассмотреть. В мире Чистилища было много врат дьявола, и разрыв в одном регионе не приведет к полному краху. Поэтому врата бездны еще не открылись, и Чутянь мог успеть подготовиться. Из-за энергии, запечатанной в пещере погребения демонов и тоннеле бездны в течение десятков тысяч лет, хотя он знал, что внутри были спрятаны сокровища с текущими способностями Чутяня, он не мог осмотреть их. Злая аура и энергия бездны, хранящиеся в пещере погребения демонов в течение десятков тысяч лет, начали распространяться по всей области. Это место станет областью разрушения в ближайшие несколько дней, мы должны быстро покинуть это место. Из-за энергетической атаки из пещеры погребения демонов барьер врат дьявола был очень слабым, и им не нужно было уходить через выход. Чутянь, используя пламя мира пустоты и обладая способностью маленькой лисы, мог легко сделать выход в другом месте. Это приключение закончилось в основном неудачей. Это было потому, что они не смогли найти траву высшего бессмертного ранга, но Чутянь решил не искать ее. Во-первых, барьер врат дьявола был ослаблен, поэтому они могли входить напрямую, когда им хотелось, не дожидаясь возможности. Во-вторых, уже не было никакого смысла в поиске травы бессмертного ранга. Чутянь и Мэйцзи столкнулись с оставшимися в живых солдатами города тьмы, которых насчитывалось около 4-5 тысяч человек. Мэйцзи узнал от этих людей, что городской лорд был убит, а армия города тьмы понесла тяжелые потери, поэтому большинство жителей города тьмы решили сдаться. Они не могли вернуться в город тьмы. Мэйцзи собрала остатки и должна была найти место, чтобы спрятаться. Чутянь предложил: «Мои казармы тирана, вероятно, могут уместить ваших людей». Нет, казармы тирана слишком близки к городу тьмы. Возвращение в казармы тирана сейчас привлечет внимание, мы должны просто пойти в ловушку. Чутянь чувствовал, что это имеет смысл. Прямо сейчас его план состоял в том, чтобы построить транспортную башню прежде, чем иметь планы относительно других мест. Чутянь приказал Мэйцзи спрятаться возле рудника, и Мэйцзи также взяла других беженцев из города тьмы. Чутянь непосредственно вошел в пространственную трещину к пространственному руднику, используя несколько дней, чтобы лично добывать пространственные кристаллы, и, наконец, преуспел в строительстве транспортной башни. Эта транспортная башня стояла прямо в середине пространственной рудной шахты. Чутянь был полон волнения, он, наконец, завершил транспортную башню. Эта поездка заняла немало времени, он действительно не знал, как там дела у города чудес. Чутянь первым делом вышел, чтобы сказать Мэйцзи, что он идет на поверхность, чтобы вернуть подкрепление и захватить город тьмы. Ему было все равно, поняла она или нет, Чутянь напрямую использовал транспортную башню, чтобы направиться в город чудес. Со вспышкой света Чутянь появился у транспортной башни чудесного города. Свежий воздух ворвался в его нос, это не было чем-то похожим на воздух подземного мира, наполненный серой. Голос городского управляющего 0 звучал без каких-либо выражений. «Приветствую, господин городской лорд». Вице-лорд приказала, чтобы, как только вы вернетесь, она была немедленно проинформирована. Вы хотите выйти на связь с вице-лордом? Чутянь огляделся. Транспортная башня чудесного города изначально была открытой, но теперь она была окружена великолепным залом. В такой короткий срок город построил дворец для транспортной башни. Эффективность можно было четко увидеть.
Мэн Цинву увидела, что Чутянь не вернулся после столь долгого времени, поэтому она волновалась за него. Ноль немедленно сообщал ей, пока есть какие-либо новости о Чутяне. Ноль был самым передовым умным мозгом города. Авторитет Чутяня в городе был выше, чем у Мэн Цинву, поэтому Ноль не сразу доложил Мэн Цинву, он сначала попросил разрешения у Чутяня. «Скажи, молодой мисс, что я хочу увидеть ее немедленно». «Да, господин городской лорд». Голос Ноль исчез. То, о чем беспокоился Чутянь, не произошло. Чудесный город был очень мирным за последние полмесяца. Когда Чутянь вышел из дворца транспортной башни, сцена перед ним ошеломила его. Город чудес слишком сильно изменился менее чем за месяц, различные большие конструкции поднялись в воздух, и население явно увеличилось. Что удивило Чутяня, так это способ передвижения. Самым распространенным видом транспорта в Комитете чудотворной торговли был дирижабль, и в настоящее время небо над городом чудес было заполнено дирижаблями. У большинства дирижаблей была та же самая базовая модель, но в конструкции были внесены значительные улучшения, особенно большое количество машин, размещенных в нижней части дирижабля. Слева и справа были большие двигатели, которые выпускали светло-голубое пламя, чтобы продвигать его, давая довольно медленному дирижаблю значительно большую скорость. Помимо смены дирижаблей, в городе чудес появилось много видов транспорта. Чутянь, Чутяны. Чутянь услышал чистый и знакомый голос на расстоянии. Мэн Ин ехала на странном летающем автомобиле, летящем в его сторону. У этого транспортного средства было два колеса, бегущих по земле с металлическими крыльями слева и справа, которые также имели парящие источники энергии на нем. Это транспортное средство также выпускало светло-синее пламя, позволяя ему летать по воздуху. Руки Мэн Ин держали летающий мотоцикл, в то время как она носила пару милых очков и простой хвост, развивающийся на ветру. Она использовала элегантный изгиб, чтобы остановиться перед Чутянем. Она поправила волосы на лбу и спрыгнула с мотоцикла, махнув рукой и крикнув: «Ты наконец-то знаешь, как вернуться?» Я слышала, как старшая сестра говорила, что ты сбежал под землю, там есть что-нибудь веселое. На самом деле тебе понадобилось так много времени, чтобы вернуться. Ты должен дать объяснение мне сегодня. Чутянь засмеялся и сразу же сменил тему. Ин, что это за игрушка? Это кажется довольно интересным. Да, конечно, этот летающий мотоцикл — самый новый и лучший способ передвижения. Тем не менее, он все еще находится в стадии тестирования, и есть только несколько моделей, поэтому он не может быть произведен серийно. Мэнин сказала гордым голосом: «Не стоит недооценивать этот мотоцикл, он был разработан 5 отделами, работающими вместе. От источника энергии до дизайна он был, наконец, передан опытным специалистам-эльфам по машиностроению. Это было сделано с огромными усилиями, но самое главное — двигатель. Это двигатель первого поколения Комитета чудотворной торговли, все новейшие дирижабли используют эту технологию. Двигатель изначальной энергии был очень похож на многие продукты Комитета чудотворной торговли. Это был двигатель, который использовал источник энергии, создавая большое количество кинетической силы. Обычно он использовал батарею изначальной энергии, чтобы питаться от нее, и когда она использовалась, можно было использовать духовную энергию, чтобы привести двигатель в действие. Это было очень удобно, легко и стабильно. Мы поговорим об этом позже. Мэнин снова села на свой мотоцикл. «Быстрее садись, я отвезу тебя к старшей сестре». Мотоцикл Мэн-Ин мог вести 3 человек. Чутянь только сел, когда Мэн-Ин рванула словно стрела. Такая скорость не была чем-то, что могли выдержать обычные люди, но это было ничто для совершенствующихся, чье совершенствование не было низким. Согласно экспериментам секты Юнь, этот двигатель первого поколения мог разогнать летательный аппарат до сверхзвуковой скорости. Этот тип двигателя использовался не только для дирижаблей и мотоциклов, но и на заводах для перемещения машин. Благодаря особой скорости двигателя он также использовался для оружия, таких как ракеты. Мэнин сказала, что эльфы создали много компаний. Была очень известная компания под названием Торговая палата вечных лесных эльфов. В этой компании работало более 300 человек, и они изучали матричный язык, разработанный сектой Юнь, в настоящее время начиная заниматься системным программированием. Эта компания произвела модернизацию системы сотовых телефонов в городе чудес и в настоящее время разрабатывает систему для предметов личного неискусственного интеллекта, даже разрабатывая систему управления оружием. Этот матричный язык был очень полезной современной системой программирования, которая могла отдавать приказы матрицам изначальной энергии. Ты видишь операционную систему этого мотоцикла. Мэнин указала на клавиши и монитор на верхней части мотоцикла. Операционная система этого летающего мотоцикла была разработана этой компанией и куплена нашим комитетом чудотворной торговли за 5000 исходных камней. Это одна из их работ. Чутянь был тайно удивлен. Конечно, кроме комитета чудотворной торговли, наиболее специализированными являются эльфийские компании.
Теперь у нас появляется все больше и больше видов оборудования, всем им нужны микросистемы для управления ими. Комитет чудотворной торговли был невероятно занят, но теперь эльфийская элита помогает нам, они спасли нам немало работы. Мэн Ин хитро улыбнулась, сказав, основным акционером этой компании является Вивиан, а вторым основным акционером является старшая сестра. Мы дали кредит в 50 тысяч исходных камней в эльфийском банке, и это одна из самых важных компаний Вечного Леса. Чутянь всегда думал, что эльфы — упрямая раса. Он никогда не думал, что творческие способности эльфов превзойдут его ожидания. От исследований и разработок до новой эльфийской системы сотовых телефонов. Эльфы, похоже, считают эти вещи новыми произведениями искусства. Эльфы всегда стремились к совершенству и требовали совершенства, предоставляя своим продуктам конкурентное преимущество. Эльфийский банк был создан не больше месяца назад. Эльфийская реформа действовала менее месяца. Среди эльфов было уже 62 компании и бесчисленное множество мелких и крупных заводов. Сотни эльфийских продуктов теперь были размещены в Комитете чудотворной торговли, которые продавались в северные и соседние страны, принося эльфам постоянное богатство.